Так, покраска трубочек. Я крашу водной морилкой. Пробовала красить колерами, но мне не очень нравится. Все равно это все потом трескается, приходится закрашивать. Поэтому остановилась только на водной морилке. Благо у морилки очень большая цветовая палитра, поэтому путем смешения цветов можно добиться любого оттенка, вплоть до красного, зеленого, синего и прочее. В данном случае у меня морилка дуб. Она разбавлена у меня, наверное, 1 к 5 или 1 к 6. Поэтому цвет будет не очень темный. Вот таким образом я их крашу, просто купаю. Это самая легкая и самая быстрая часть плетения, покраска трубочек. Вот так я их быстренько искупала. Ставлю в ведерочко скруткой вниз. Заодно лишнее стекает. На дне ведерка у меня бумага застелена. И вот таким образом я их оставляю минут на 20-30 подсушиться. Но до конца высохнуть не даю. Вот трубочки начали менять цвет. Они стали светлее. И вот такой у них полосатый оттенок. Это значит, они подсыхают. Они уже снаружи почти сухие, но влажные внутри. И теперь я буду их покрывать лаком. Просто лаком. Я использую такой дешевый жидкий лак. Если у вас лак густой, поэтому его нужно немножко разбавить водичкой. И я покрываю трубочки лаком. Прямо обильно со всех сторон. Лак нам даст такую пленочку, и наши трубочки не будут высыхать. Они при плетении будут очень гибкими, эластичными. Но это еще не все. Полностью я их покрываю, стараясь не делать просветы, прямо не боясь. Между собой я их вот так и выкладываю просто на пакетик, чтобы они подсыхали. Вот я их все покрыла. Предварительно, пока я покрывала, я их шевелила, чтобы они не слиплись. Вот они уже подсохшие, но они еще липнут. Что я сделаю? Я пойду их высушу феном. Обычным феном для сушки волос. И вот я их высушила, но сушила без фанатизма. Вот она гладенькая, она шелковистая на ощупь трубочка, но она еще влажная внутри. Тут главное не пересушить, когда феном работаете. Она от того, что влажная внутри, но гладкая снаружи, она лакированная. Вот поэтому она гнется, не заламывается, не трескается. Это прекрасный способ, особенно при корневом плетении, потому что при таком способе нам нужны идеальные трубочки. Теперь что я сделаю? Свои трубочки я заверну в стрейч-пленку. Можно просто в пакетик или файлик.
Ну, чтобы концы наши были открыты с обоих сторон, чтобы они подсыхали, а середина была влажненькой. И вот в таком виде я отправлю свои трубочки, куда бы вы думали, в холодильник, можно даже в морозилку, часа на 2-3. Ими тогда проще плести, они будут забубенческие, они будут очень пластичные, ими будет приятно плести. Ну вот и все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Всем пока!